Так, я в Мигросе кабачки взял. Кабачки здесь классные, маленькие, такие аккуратненькие. Вот теперь надо понять. Донар этот. Донар не вижу, который нужен. Берем куриный донар. Он уже готовый, его просто кладешь на на пиццу, и отлично получается. А здесь есть чуть-чуть другое. Вот этой фирмы вот вверху, которая. Здесь еще есть еще пару магазинов. Пойду туда, зайду тоже. О, здесь радио было. Под ретро купили уже, забрали. Прикольно смотрелось. Мне тоже нравился. Так, а здесь чашек у них мисок нету, да? Не, нету здесь баночки, кружечки, совсем немножко. Тут вот такие давно они продают, вот эти красивые кружки, вот чашки, то есть вот эти. Но они небольшого размера, вот я их снимаю близко, они крупно смотрятся, они совсем маленькие, это под варенье, под что-то такое. Ладно, кабачки я купил, пойду еще куплю последний пункт. Что-то такое, я такой не пробовал. Фрути экстра. Мальтана. Интересно. Ладно. Так, 9,95. 800 грамм. 8,25. Чего это означает? 800 грамм. 4 лу экономик пакет. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Раз, два, три. А, вот раз, два, три, четыре. Вот оно. Вот этот, получается, стоит 9,95. Главное, этот этикетка здесь висит, а товар вот тут, через полку. Вот он, я правильно понял, 12,25. Надо себе сфоткать, спросить на кассе, yes? Тут вот есть такие вот чашечки, наподобие у нас у детей чайные, а это чуть-чуть поменьше, чем наши суповые, стоят 7,95. Разноцветных много, надо себе, наверное, прикупить. Подставка вот под горячие, наверное, тоже это я куплю. Подставку под дверь, блин, тоже нужна, может попозже только. Короче, сюда надо прийти, вот это все купить. Я глянул тарелки, может быть, суповые будут. Ближайшие к суповым это вот эти вот, но они чуть меньше. Здесь вот весы есть для напольные, 75 лет стоят. Кто-то спрашивал мне. Ладно, пойду дальше. Наборчики есть такие вот: кофе, сахар, чай. И просто не подписанные для сахар-чая. Наверное, купить надо будет. А то мы в пакетиках держим, неудобно. Что тут еще? Тарелки такие вот огромные есть. Это вообще салатник какой-то. Это пластик, по-моему, вот это все стеклянное. Ладно. Пойду дальше. Что я хотел купить. Магазин А101 стоит такой же велик, как мой. Абсолютно. Только у меня с корзинкой, а там еще без. Я покупал тоже в А101, только не в этом, а в Эрдемли. Помните, сколько мы с ним уже намучились, не знаю, дяденька, как у него, но у нас так. Все снимаю. Вот такая вот пицца получилась. Мама снимала, как она ее готовила? Не. Вот. Ну, наверняка каждый, скорее всего, знает, как эту пиццу готовить. Так, Мише 2 кусочка. Выбирай. Угу. Опять ты посмотри на него. А вот так выглядит примерно половина пиццы. Олегу 1 кусок. Ой, 3. С чем ты сегодня готовила пиццу? И зрителям тоже.
Сегодня у нас помидоры, лук. Помидоры, лук болгарский. Вкусная? Очень сочно. Обалденно. Цыпленок. Что там еще? Чикен донар. И сыр. Присаживайтесь. Вкусная. У нас здесь стройка в полном разгаре. Здесь копают под фундамент. Вот тут уже одна яма выкопана, а здесь вторая яма выкопана. Очень интересно, как это будет дальше. Будем смотреть. Может, кто-то потом по соседству из зрителей наших будут нашими соседями жить в соседнем комплексе. А еще в феврале, по-моему, этого года наши друзья с Украины говорили, что здесь был лимонный сад. Росли лимоны, маслины, а сейчас вот здесь вот уже не просто пустой участок, а уже перекопанный. Здесь уже строится, вот, вернее, пока только копают. Дорогу здесь немного... Они так как-то подняли, часть земли переместили сюда вперед, а там вот копают еще одну яму. Интересно, что это будет. Вот здесь тоже что-то копают. Тоже интересно, что это такое. Так что мы идем на море втроем. Я сегодня купаться не буду, сегодня еще денек. Там сказали 1-2 дня, непонятная точная информация, сколько нельзя мочить это место укола. Сегодня потерплю, в море, в смысле, купаться не буду, а завтра уже можно будет. Смотрел прошлый раз на пергамент тут купил. Вот она, морюшка. Вроде бы свежий, да, воздух идет, но мне кажется, с моря будет теплое-теплое. Хотя вчера дождь прошел. Сейчас, короче, я вас поближе подойду к морю, поснимаю, как вы будете купаться. Ноги сам помочу. Короче, будет у нас сегодня такое видео. Прислали фотографию, как они ходили на экскурсию. Стоят они все в теплых курточках, в теплых шапочках. Ты иди. Вот, надо теперь сфоткать им в обратку Мишу где-нибудь на фоне моря. В шортах, а лучше в плавках. И отправить им в обратку фотографию, чтобы они порадовались. Какая у них хорошая погода, и какая у нас хорошая погода. Товарищ велосипедист, давайте-ка займемся купанием. Все, Миша накатался, идет в море. Нет. А, это дождик вчера прошел, и на песке остался такой вот след. Иди, заходи, Мишаня, в воду. Расскажешь зрителям, какая водичка. Михаил. Купающихся не очень много. Больше просто глазеющих. Михаил вот так купается, видите? С разбегу, с размаху. Как водичка. Я не знаю, как вы так. Вода действительно сегодня прозрачная.
Как вода, Миша? А Олегу как вода? Миша, теплее, чем в бассейне? Да. А что, купаться не хочешь, Миша? Хочется повозюкаться? Классное море, не знаю, вот я бы полез искупался, единственное, что мне сегодня вот последний денек нежелательно это делать. Вода обалденная, прям очень теплая, ногам очень толко. Я стою вот по колено в воде, супер. Я прям завидую купающимся вот там и Олегу. Девчонки какие-то рядом купают. Миша здесь вот на голове ходит. Чумаська, мелкий чумаська, иди в море. Хорошая вода? И вроде бы воду прям мутит волна, но она не мутная, она прям раз и прозрачная, хорошая вода. Очень такая аккуратная, нежная волна сегодня. А вчера вечером вообще была, по-моему, еще более тихая волна, чем сегодня. Но при этом было ее было слышно, вот на дорожке ее было слышно, как будто стоишь прямо у самой воды. Обычно так не бывает. То ли такой ветер был, то ли что, не знаю. Прям было очень интересно. Пойду посижу под зонтиком, пускай поплавают дети. Вас позвать из воды или вы как сами захотите? Все, давайте. Наша мама снимает рецепт. На обратном пути мы ей кое-что докупим, что не хватает для мукбанга. И пойдем домой. Вернее, я пойду в магазин, а дети пойдут домой. Можно походить по камешкам. Здесь многие возрастные, так сказать, туристы ходят по камешкам, вот так, ногами. Что очень полезно, знаете ли. Если честно, вот первые шаги даются с трудом. Прям очень больно. А потом постепенно ноги привыкают и нормально. Моя мама привезла себе с моря таких вот камешков мешочками. Несколько раз она привозила. И сейчас зашила себе в тканевый мешок, на пол положила и сидит в кресле и ногами, так сказать, перетаптывается. Вот, так сказать, польза дома. А, насколько я помню, на дне, на подошве куча этих точек всяких разных, которые можно лечить и, так сказать, болезни всякие, и просто массажировать, что очень полезно. И поэтому это действительно интересное, полезное дело. Но первые разы очень тяжело так ходить по камешкам. Приходится очень сильно потерпеть. Ладно, давайте, ребята, как накупаетесь, тогда пойдем домой. Олег накупался уже, вытерся полотенчиком, одел майку, говорит, прохладно мне. А Миша купается, собственно говоря, вон болтыхается возле берега, что-то там городит. Девчонки какие-то, школьницы рядом тут скачут, не знаю, какого класса они. На нашем пляже вон еще народ появился. Мы когда пришли, было мало, сейчас стало больше. Вот.
Народ есть в море. Что-то мы пришли, показалось, что прям холодно. Олег выскочил, говорит, что замерз. Но я стоял в воде, мне очень понравилось. Такая комфортная вода, прям классно. А Миша вон ковыряется в песке. Спроси у него, он домой еще не хочет. Давай спрошу. Миша, домой не хочешь? Ишь. Домой. Ну еще поиграет тогда, да. В общем, Миша еще поиграет немножко, а мы немножко полежим на шезлонгах с Олегом. Мишаня повозюкался в песочке, искупнул сейчас. И, в принципе, уже готов пойти в сторону дома. Обтерся полотенчиком. Обтерся полотенцем немного. Ты посуши плавочкой, то есть потом сиденье будет мокрое, все, велосипеда. Ты присядь на лавочку, посиди, чтобы от тебя плавочки просохли, а потом пойдем. Давай, посиди, и потом плавочки промокнут в полотенчик, и потом поедешь покатаешься немножко. А пока ты сохнешь, Олег прокатнется туда-сюда несколько раз. А, да, хорошая идея. Давай, покатайся. А Мишины плавочки сейчас подсохнут, и он тоже покатается. А Олег уже выкатит велосипед на дорогу. Хороший вот такой микроавтобус, да? Большая машина, людей много сядет. Вещей можно много положить. А солярки ест, бензина практически столько, сколько наша машина. Плюс-минус. В принципе, для этого хорошие. А? Не-не-не, посуши. Олег поехал покататься на велике, а Миша посохни еще. Посуши, Олег сейчас посидел, хорошо плавочки посушил. И он сейчас покатается немножко. Теперь Миша посушит плавочки. Завернись, ага, вот так вот. Садись. Сейчас уже скоро это самое. Придет еще прохлада, будет прохладней. Но в море видно теплее, чем снаружи, да, сейчас на ветру? Да. Да, садись. А сегодня дольше на море. Плавочку это закрой этим полотенчиком, вот так, да. Ага, молодец. В капюшончике. Акуленок. Ладно, сейчас немножко посидим, потом немножко покатаемся и по делам пойдем. Молодежь. Молодежь накупалась, пошла домой. Вот. А я пойду в магазин, сгоняю быстренько. И тоже надо мукбанк снимать. Так, тут какие-то акции. Дальше колбаса какая-то, 24 за 15 продают. Еще какая-то жижа, 23 за 15 продают. Слушай, брать что ли надо? У нас такая заканчивается. И колбасу такую можно попробовать. Сейчас я гляну вообще почем. 54, вот такой большой мешок стоит. Надо подумать, дорого, дешево, не понимаю. Вот такой я купил. Я считаю, 60 всегда стоит, 60 с чем-то даже. 90 таблеток посудомоечных. Вполне нормальная цена. Тут какой-то и хлеб тостовый, кстати. Он 7 стоит, сейчас за 5 отдают. Что-то еще тут интересного особо ничего больше. Одеялки вот продают за 79,90. Это с 15 по 21. Можно? Утюжок. Чуть не навернулся. Так, что здесь утюг за 199 лет. Утюги здесь дешевые такие, 199. ВАЗ-101 249. Я думал дешево, оказывается 199 можно купить утюг. Надо подумать, 2 года гарантии. Нормальный утюг с паром, со всеми делами.
Сейчас вот формы детям надо гладить будет, надо подумать при приобретении этого. Это до 21 числа акция, да? Ну, посмотрим до 21 туда и... Вот интересная штучка какая. Электрический мангал, да? 159 лир стоит. Чашки, косушки, подносы какие-то. Написано керамик, керамический. Ладно, пойду я зачем пришел. 20-50 дана кайма. Блин, хорошая цена. Надо спросить у Оли. И эти хорошие, кстати, грибочки какие. Она пиццу готовит. Может прикупить ей коробочку такую. 6,45. Эти грибы, шампиньоны. И смотрится неплохо. Я бы взял. Пойду дальше. Пойду дальше. Вот эта колбаса из рекламы, которая стоит 15 вместо 25 лир. Скидка 10 лир практически, там без 10 куруш. Слушай, надо попробовать, что ли. Так ее не кушают, ее надо обжаривать обязательно. 15 лир. Блин, нормальная цена, хорошая. Надо брать. По-моему, вот это Оля все время ищет. Пакеты 24 на 38, маленькие такие вот. Вот здесь вот перфорация сделана. Вот ее выдавливаешь и вытаскиваешь пакет один за одним. Вот здесь все огромные пакеты, 40 на 45. Там. Стоит такая коробка 5,25, 100 пакетов. Наверное, надо купить, а то она уже это сколько раз просит меня. Но мы не в том отделе смотрим всегда. Надо попробовать. Сейчас в магазинах стало не так холодно, потому что перестали кондиционеры включать. Сейчас уже все, жаркая пора прошла. Дверь открыта, просто ходит свежий воздух. Этого достаточно. Иногда с моря идешь, прям очень холодно под кондиционером. Сейчас нормально. Что-то скорая помощь приехала к нашему корпусу. Привезли кого-нибудь или забирать кого-нибудь. Нет, видимо, к какому-то больному. Не знаю, можно сейчас посмотреть, на каком этаже лифт остановится и понять, где кто заболел. Чем заболел, мы не угадаем, но скорее всего не ковидом, потому что ковидные бригады, если помните, там космонавты ходят, кто-то чем-то заболел. Вот. Дай бог всем здоровья. Смотрю. Да. Вот скорая помощь приехала, моргает огоньками. Ты очень хорошо так рукой закрываешь все это. О, а вот этот Volkswagen, помнишь, я говорю, на пляже катался, классная машинка, она вот стоит уже в нашем дворе, большая. Это у них есть еще больше, вот, чем эта машина, та больше такая грузовая, а вот это больше пассажирская. А вот так вот у нас уже тут раскопано в этом соседнем дворе. Я примерно столько же на пляжу раскопал. Да, у Миши, да, примерно такая же был объем работ. Правда, вот эта вот, она намного больше яма, а у меня глубокая довольно была. Понятно. Но глубина меньше у нее. Видите, экскаватор даже туда заехал в этот... А Света внутрь. выбираться не знает. Да выехать он выедет, его это самое, это не остановит. Он сам себе расковыряет дорогу. А потом как обратно сделает. Обратно заковыряет. Иди, Миша, посмотри, на каком этаже лифт остановился, и мы узнаем, на каком этаже кто заболел. Хочешь? Ага. Две тетеньки вышли в простой одежде, не космонавты, и пошли куда-то в наше здание. Что мне делать?